Этот канал о девочке, которая старается перебороть свои комплексы и одиночество. О девочке, которая по-своему видит мир и, несмотря на его ужасы, продолжает радоваться жизни. А также о том, что правда не всегда лежит на поверхности. Добро пожаловать на канал Dreamly, в мою рубрику «Архив Дарктьюба», где я разбираю самые странные материалы с нашего любимого видеохостинга. Сегодня под прицел моей рубрики попал канал с говорящим названием I Can't Sleep, или же Я не могу спать. Канал был создан 12 мая 2021 года, хотя этого и не скажешь по стилистике, которой придерживается данный автор. Все дело в том, что все видео на канале имеют очень плохое качество, а рисовка похожа на стилистику нулевых годов, как отмечают многие пользователи социальной сети Reddit. Главной героиней является девочка Год, которая получила имя не от пользователей. Оно созвучно со словом «инсомния», что переводится как «бессонница». Кто-то из пользователей также отмечал, что рисовка во всех видео похожа на мультик «Ленор. Маленькая мертвая девочка» и на комикс «Джонни Маньяк-убийца», в которых также был очень странный подтекст во всех сюжетах. Возможно, автор вдохновлялся именно ими при создании анимации. Кстати, об авторе. О нем ничего не известно. А единственная ссылка на социальные сети – это Patreon, на котором он или она выкладывает свои творения. Я буду предполагать, что это девушка, исходя из пола главной героини. Еще одна занятная деталь, о которой я забыл упомянуть. Практически во всех видео нет звука, за редким исключением. Из-за этого всего возникает ощущение, что все эти видео были найдены в каком-то затхлом архиве или на каком-то затертом диске. Поэтому и имеют такое ужасное качество. Зрители данного канала разделились на 3 лагеря. Кто-то утверждает, что это просто арт-проект, который старается быть самостоятельным и оригинальным творением, не похожим на другие. Кто-то говорит, что это ARG-хоррор со своей глубокой предысторией и персонажами, но кто-то, и их меньшинство, верит, что это не просто анимация, а целое послание, в котором отражены борьба, психические проблемы и трагичная судьба автора. Давайте разбираться. Вообще, каждое видео можно рассматривать под разными углами. Тем не менее, последующее объяснение – это только моя версия. Свою вы, как всегда, можете написать в комментариях. Я же, как просто человек, который любит хорошие истории, расскажу вам свою версию происходящего. Если начать с самых безобидных видео, то здесь мы наткнемся на переделки мемов в своей неповторимой пугающей стилистике. Изображение обыденных ситуаций, а также крипипасты, знакомые детям нулевых. Но за этим отвлекающим контентом можно не заметить самую важную историю. Если смотреть ролики более внимательно, то можно обнаружить весьма занятные детали. Дело в том, что во многих из видео можно проследить подверженность главной героини различным симптомам, таким как панические атаки, агорафобия, социофобия, расстройство пищевого поведения, раздвоение личности и, самое очевидное, бессонница. Во многих видеороликах также прослеживается наличие шизофренических видений в голове, которые мешают взаимодействовать ей с реальным миром. Но самым главным образом в видениях является ее собственное темное отражение, что намекает нам на наличие большого количества страхов и непринятия самой себя. Однако главным сюжетом, вокруг которого строится вся моя история, стала серия из 6 роликов под названием «Возвращение домой». История начинается с того, что девушка, одолеваемая кошмарами, покидает дом, в котором она до этого проживала. Дом и все окружающее пространство выглядит заброшенным. Из-за этого становится понятно, что девушка была последним его обитателем. Спустя долгий путь она набредает или же целенаправленно попадает на закрытую территорию, огороженную колючей проволокой. На этой территории ее одежда из привычного платья и сапог превращается в больничную робу и тапочки, а также появляется сопровождающий, что очень необычно для ее роликов, так как обычно девушка одна в кадре. Девушка вновь оказывается среди заброшенных строений, а возле нее открывается дверь в зловещий подвал. Ния очень не хочет туда спускаться, но видя темную сущность, понимает, что выхода нет. Окончательным триггером становится колокольный звон. Девушка овладевает темная сущность, и она спускается в подвал по кровавым следам.
Для меня после этой серии роликов видится такая история. С детства маленькая девочка Ния была в меру жизнерадостным ребенком. Однако после некоторых инцидентов, в числе которых были преследования, домогательства и жестокие шутки со стороны других людей, ее безобидные странности начали превращаться в серьезные психические проблемы, которые не позволяли ей нормально существовать в обществе. На нее также повлияла и отстраненность матери, которая странно себя вела и, возможно, мучила дочь физически. После долгих лет такого обращения и жутких видений она практически не сопротивлялась, когда ее положили в психиатрическую лечебницу и стали проводить над ней опыты и испытывать лекарства. Также из последних видео становится все более ясным, что у Нии есть сестра, с которой она выросла, и которой она заменила мать из-за ее безразличия к обоим детям. Жуткие видения и постоянные пытки в видео – это очень пугающе. Но самыми страшными для меня стали следующие два ролика, которые имеют очень яркий насильственный подтекст. Многие из комментаторов также отмечают, что для них это самые мерзкие видеоролики из всех на канале. Именно они склоняют мою чашу весов в пользу того, что это не просто альтернативная история, а нечто более личное. А как вы думаете?